Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу показать вам обновление моей косметички с белорусскими брендами, потому что вы знаете, что белорусскую косметику я люблю, как и многие, потому что она просто невероятная. Она круто работает, она невероятно классная, показывает себя, держится на лице, то есть румяна, кремовые тени, средства для бровей. О боже, как много всего классного в белорусской косметике. А главное, что классно, это цена. Потому что, конечно, средства за 200-300 рублей просто надо с руками и ногами отрывать со всех маркетплейсов. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и мы начинаем. На моем канале уже есть одно видео, где я рассказываю про мои фавориты белорусской косметики, но я постоянно покупаю что-то новое, и мне кажется, что у меня накопилось на вторую часть, поэтому моя косметичка так располнела, и я решила, что это самое время, чтобы вам рассказать о чем-то новом, классном, то, что будет вас радовать, и чем вы будете пользоваться ежедневно и благодарить меня. Вот, поэтому давайте, наверное, сделаем так. Если вы смотрели предыдущее видео, то молодцы, потому что я сегодня буду чуть меньше рассказывать про средства, о которых я уже рассказывала, то есть вы сможете в любом случае остановить это видео, сохраните закладочки, то первое, и пересмотреть его. Но, тем не менее, я все равно немножко про эти средства расскажу, потому что они как взаимосвязаны. У кремовых теней у меня появились новые оттенки, и так или иначе, давайте посмотрим на все, на мою, скажем так, обновленную коллекцию. Наверное, самое время сейчас начать с кремовых теней, с моего самого любимого продукта, потому что из всего, что есть, хотя все очень классное, наверное, кремовые тени для меня это что-то просто невероятное, что есть в белорусских брендах, потому что и визажисты, и те, кто делает макияж для себя, они все отмечают, какие они классные. Если мы будем говорить о аналогах, скажем так, наоборот, конечно же, Люкс Визаж, скорее, это аналог, да, каким-то альтернативным дорогим брендам, но, тем не менее, известные тени есть у Charlotte Tilbury, у Armani, но они одинаково круто работают, вы не поверите, оттенки очень красивые, так дорого смотрятся на вашем веке и так хорошо ведут себя в течение дня, и вы не поверите, что это те кремовые тени, которые можно носить без, не знаю, без того, чтобы их закреплять, да, потому что многие кремовые тени, давайте я все-таки покажу их сразу же, у меня есть непосредственно металлическая версия, да, Metal Hype, и есть предыдущая, о которой я вам рассказывала, точнее, не как предыдущая, она, наверное, поновее будет, чем Metal Hype, потому что это такие матовые тинты, и я рассказывала в предыдущем видео как раз, что вот у меня был он, и я очень сильно его люблю, это оттенок 105, и он очень круто смотрится как подложка. Мне немножко он напоминает помаду Кашмир, честно говоря, то есть это будет не совсем спокойный нюд, это будет немного холодный нюд, но очень круто, красиво смотрится. Посмотрите видео, я там делаю сводч. И, соответственно, сейчас я хочу рассказать вам о 3 новых оттенках, которые у меня появились. Я изначально заказала 2 эти, потому что все рассказывали про них, и говорили, какие они классные, смотрела сводчи и думала, боже, я их хочу. И потом, совсем недавно, неделю назад, я заказала еще 0,8, здесь 0,2, он более такой персиковый, да, с золотым отливом, очень красиво смотрится. Далее 0,3, он уже более с розовым отливом, но, знаете, они достаточно похожи смотрятся, что ли, на вашем глазу, то есть, да, как бы там немножко пигмент немного другой, но если там вам нужно выбрать только один оттенок, то присмотритесь к ним, потому что они классные, и они, кстати, аналоги многих, скажем так, известных теней по оттенкам. Вот, и непосредственно 0,8 мне показался он каким-то таким классическим, тауповым, более серым и спокойным, и его я использую более под коричневый макияж. 0,3 я люблю под розовый макияж, собственно, здесь у меня в подложке использован 0,3 оттенок, и 0,2 это что-то такое персиковое, да, то есть если у вас что-то загорелое, красивое, солнечное, яркое, то можно воспользоваться им. Давайте мы сделаем сводчи и посмотрим. Сейчас мы говорим про 0,2 оттенок. Вот, 0,2 оттенок в действии, очень красивый, и все равно, на мой взгляд, у него есть какая-то тоже розовинка, да, как вы считаете? Мне кажется, они немножко все-таки схожи. 0,2, сейчас мы нанесем с вами 0,3, и сейчас, например, 0,3 раскрывается даже более каким-то лиловым подтоном для меня. То есть, да, вот этот такой персиковый, это розово-лиловый. Но вы не бойтесь, они очень деликатно смотрятся на вашем веке. То есть тушуются великолепно, просто круто, носятся соло великолепно. То есть если вы опаздываете куда-нибудь, спешите, но вам хочется, чтобы у вас был какой красивый, свежий вид, то можете нанести просто эти тени, нанести стрелочку и побежать, потому что это все очень-очень красиво. И главное, что носибельно, потому что я люблю, когда макияж стойкий, я люблю, когда макияж не подводит вас и не расстраивает. И сейчас я нанесу 0,8, он, конечно, по сравнению с ними, да, ну, значительно по-другому выглядит, то есть он более такой в серебряную дымку в какую-то уходит,
Не знаю, кстати, как он называется, потому что у них у всех такие интересные еще названия, но что-то, наверное, похоже с дымкой или сталпом. И здесь можно еще более детально все это рассмотреть. У нас 0,2 оттенок, который уходит такой, да, в персик. Далее 0,3, который, на мой взгляд, и сиреневый, какой-то баклажан в нем присутствует, и розовый. Я люблю под розовые тени класть под ложкой, очень красиво. И вот это просто такой какой-то самый спокойный оттенок, ну, такой тауп, достаточно интересный. Дорогие друзья, буквально минута включения, пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, то сейчас самое время это сделать, потому что 90%, а иногда 95%, если видео залетает, смотрят меня без подписки. Конечно, это здорово, я вам рада, смотрите меня, но будет еще чуть-чуть более здорово, если вы подпишетесь. Это прям круто. Особенно, если вам нравится это видео, потому что я в следующем видео обязательно сделаю макияж этими средствами, расскажу, покажу, как они работают, посмотрим, поболтаем, ну, в общем, все, что мы любим, поэтому оставайтесь со мной и продолжим смотреть. Давайте теперь перейдем к средствам для губ, потому что мне кажется, что нет ни одного человека, который не слышал, возможно, даже и не использовал, скажем так, матовую помаду белорусских брендов, потому что вот этот комплимент от Рилы, мне кажется, видела каждая из вас, потому что они тогда были очень популярны, лет 5 назад, наверное, они появились на рынке, и просто буквально у всех они были. Моя подруга скупила буквально всю коллекцию, все оттенки, и она до сих пор им пользуется. Вот, кстати, недавно говорила мне, что белорусские помады — это единственное, чем она пользуется, потому что ей очень нравится, как они ведут себя. Я в предыдущем видео рассказывала вам непосредственно про эти оттенки. Это базовые, стандартные, красивые оттенки. Это нюд, который, кстати, нанесен у меня непосредственно здесь в качестве подложки. И это более розовая история, которая очень часто у меня на моем канале. То есть, если посмотрите, у меня губы часто именно крашены, потому что я люблю непосредственно такие текстуры на своих губах во время обзора, потому что я их не съедаю, и они нормально так себя ведут в течение съемок. И новое, что у меня появилось, я решила протестировать блеск для губ, потому что многие рассказывали, что вот этот Dragon Glass от Luxe Visage, он просто какой-то очень популярный, классный, но изначально там появилась стеклянная версия, скажем так, да, то есть просто такой блеск, который придавал объем вашим губам, но без этого эффекта, когда ваши губы раздуваются, как будто вас укусила туда оса. Я такое не люблю, я ненавижу, когда мои губы как будто бы перцем намазали. Я готова остаться с маленькими губами, но без этих страданий. И непосредственно изначально была версия просто блеска. Не думайте, что он как-то сильно он тогда расширит губы, но тем не менее, что мне в нем нравится, что за счет своей текстуры глянцевой все равно губы увеличиваются. То есть я, когда крашусь им, я понимаю, что а я так ничего. Очень симпатично смотрится. И первая непосредственно это была такая просто стандартная глянцевая история, без блесток. Потом они обновили свою линейку, и, если не ошибаюсь, там появилось 3, что ли, новых оттенка, или 2, но, по-моему, 3. И непосредственно у меня оттенок 03, фламинго, и здесь мы можем видеть красивые такие розово-оранжевые блестки. И что главное, на ваших губах это смотрится все очень аккуратно, очень осторожно. Например, у меня сейчас тоже он нанесен, просто как будто подсвечен. То есть эти блестки, они практически незаметны, но тем не менее мне показался наиболее привлекательный этот цвет. Там еще были блестки такие холодноватые, как будто метель поцеловала ваши губы. И я решила, что этот, наверное, больше будет у меня вообще в деле, в ходу. И он мне очень понравился. Я сейчас его нанесу. Вы, кстати, не поверите, но пахнет он просто самой настоящей жвачкой. Поэтому, если вам не хватает этих детских ощущений, то вообще welcome, очень круто. Вот, видите, он практически не виден на губах, то есть у него абсолютно прозрачная подложка и просто такие искрящиеся розовато-оранжевые блески. Смотрится очень здорово, носится классно. И знаете, изначально я, когда первый раз, я им достаточно долго уже пользуюсь, я его в отпуск выбрала, потому что он прям, ну, крутой такой, спокойный блеск. И первое время я просто давно уже не пользуюсь блесками, и мне казалось, что он плохо себя проявляет с точки зрения стойкости. То есть он там примерно через 2 часа ты его уже не ощущаешь. Но потом я купила, не положила его для записи видео, но в общем я купила блеск Fenty. Он очень красивый, классный, он прям вообще luxury edition, но он столько же держится на губах, столько же. И поэтому я тогда поняла, что, блин, это вообще must-have-чик. Блин, мой трюк не удался. Ну, в общем, всегда со мной, потому что очень классный, и мне прям очень он нравится, особенно за ту стоимость, порядка, мне кажется, 220 рублей он стоил. То есть всегда на маркетплейсах смотрите акции, различные скидки. И если там написано, что перечеркнута цена 600 рублей, не верьте, потому что всегда все средства белорусские начинают от 150 и заканчиваются где-то 300 рублей. Дороже, просто это обман. И смотрите, где дешевле, потому что очень много акций, очень много продавцов. И я надеюсь, что не подделывают белорусскую косметику. Но хотя это настолько круто, что скоро уже начнут. Вот, соответственно, этот блеск могу вам советовать. Есть разные оттенки. Если вы не хотите с блеском, хотя я говорю, я не могу сказать, что он прям сияет из космоса.
нюансы, но мне показалось интереснее, да, такой вариант. Можете купить просто Dragon Glass, но говорят, что он липкий. Я не знаю, потому что этот комфортный, он нормально носится, и мне с ним хорошо, но говорят, что первая версия достаточно липкая, поэтому лучше протестируйте в магазине, просто хотя бы на ручке вы уже текстуру поймете. Тем более, что магазины такие имеются, скорее всего, в ваших городах, где белорусская косметика представлена. И следующее, к чему мы перейдем, я рассказывала вам про средства для оформления бровей, очень крутые, это карандашик. И, соответственно, это гель, он должен быть прозрачным, поэтому не пугайтесь, но так как он забирает на себя пигмент, он становится уже с оттенком ваших бровей, как бы ужасно это не звучало. Я рассказывала про эти средства, они очень крутые, и новиночка, которая у меня появилась, и кажется, в целом это новинка от бренда, это непосредственно тинт для бровей, и он стал просто незаменимым каким-то помощником моей косметички, это 101 оттенок Taupe, и непосредственно карандаш у нас тоже 301 оттенок Taupe, это все бренд Luxe Visage, и они вместе круто работают. То есть, если вы думаете, если вы любите технику, когда у вас более, да, такие очерченные красивые брови, то вы сначала можете все оформить карандашиком, и непосредственно потом, если вам не хватает цвета, нанести с цветом, да, с пигментом гель, либо уже фиксирующий. Но они взаимозаменяемые, я вам скажу так. Он круто и фиксирует брови, и тем не менее придает какой-то, да, оттенок вашим бровям. Как я сказала, это самый светлый оттенок, он прекрасно, мне кажется, подошел под мои корни, и вообще все очень гармонично и красиво смотрится. А главное, я говорю, вот этот дуэт, он круто работает. Я надеюсь, что они не поменяли что-то в карандашах, потому что это точно новый гель, возможно, карандаши уже как-то заменили, да, но вот это у меня достаточно старая версия, которая, к сожалению, сломалась, им неудобно пользоваться стало, но он крутой и красивый. Давайте его посмотрим. Он достаточно деликатный, но первое время очень так плотно наносится, поэтому, пожалуйста, я уже отвыкла, у меня обычно Maybelline просто вот на такой капельке. Я обожаю тинт для бровей от Maybelline, и он стал реально просто крутой заменой, потому что я супер переживала, что же будет, когда он у меня закончится. Тинт для бровей от Maybelline до сих пор продается, там другая щеточка, он по-другому работает, и говорят, что оттенки поменялись. Я когда это узнала, я так говорю, сестра, быстро, пожалуйста, купи мне все, что есть подружке. И она мне приобрела два закрытых тинта, и я ими до сих пор пользуюсь, и я просто настолько до последней капельки все это использую. Я переживала, что реально закончится, не будет замены, но вот это, я считаю, круто. Классно работает, красиво смотрится, очень натурально, но единственное, что первое время не переборщите, потому что продукта очень много. Давайте посмотрим оттенок. Наверное, конечно, я не могу сказать, что я прям мега-блондинка, но, тем не менее, вам, наверное, тоже он достаточно подойдет, потому что здесь у меня и карандаш, и этот тинт. Можно сделать более легкую тушевку, да, можно не заполнять пробелы непосредственно карандашом. И я скажу, что это красивый такой рабочий оттенок. Это действительно Taupe. И он такой, скажем так, классного подтона, да, он немножко такой сероватый, он не уходит в рыжевизну, спасибо большое, потому что я ненавижу просто рыжие средства, но это смотрится все красиво, мне очень нравится его оттенок, мне нравится его подтон, и он действительно, мне кажется, подойдет большинству, потому что я вам советую в каждом видео, пожалуйста, если вы темненькая, если вы светленькая, берите средства для бровей, наверное, на полтона, может быть, даже на тон посветлее, чем вы есть на самом деле, потому что, когда, например, вот у меня брови темные, вот будем откровенны. Но ведь когда я брала темные карандаши, например, там, коричневого оттенка, когда я была более, так скажем так, русая, без осветления, это смотрелось ужасно. Как будто мне много-много лет, и я вот такие бровки домиком себе рисую. Поэтому, если вы хотите выглядеть помоложе, естественнее, как-то наполненнее, то я вам советую всегда что-то брать посветлее. Я вот стандартно беру всегда самый светлый, то есть Taupe. Хотя корни у меня, сами видите, не самые светленькие, но, тем не менее, на бровях лучше смотрят светлые оттенки, поэтому к ним присмотрелись. Ну что, дорогие друзья, вот и все, наше видео подошло к концу, значит, нам пора прощаться. Напишите, пожалуйста, любите ли вы белорусские средства, как я, что вы любите, потому что я знаю, что у них классные уходовые средства и линия, да, за уходом за кожей лица и так далее. То есть очень много всего крутого. Но, наверное, самое мое любимое, ну, это то, что я сегодня, собственно, вам и рассказала. Это кремовые тени, это средства для губ. Ну, для бровей тоже круто работают. Я не могу что-то выделить самое любимое. Наверное, самое любимое я вот выделю кремовые тени в оттенке 03. Наверное, это мой прям самый фаворит, потому что я его чаще всего использую. Я в последнее время часто делаю розовый макияж, и он суперски себя ведет. Поэтому, пожалуйста, напишите, какие средства вам понравились, есть ли у вас что-то в косметичке от белорусских брендов, от каких, что вас разочаровало, потому что, возможно, вы подумаете, Даш, ну, не
так хорошо все, как ты рассказываешь. Я буду рада, и, пожалуйста, действительно пишите ваши фавориты, потому что, я думаю, это не последнее видео про белорусскую косметику, мне нравится ее тестировать, она бюджетная, ну да, во-первых, она бюджетная, а во-вторых, действительно очень много классных средств, и я понимаю, что мне, вот знаете, это настоящий Beverly Hills, собственно, и не нужен гель для бровей, потому что у меня есть классный люкс-визаж. Это здорово, не жалко выкинуть, если просрочился, да, и можно пользоваться и наслаждаться. Поэтому спасибо еще раз, что посмотрели это видео, надеюсь, оно вам понравилось, вы подписались на канал, оставили комментарий, нажали колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я вас всех очень сердечно люблю, обнимаю и до новых встреч, пока!